Новый раздел «Движение с ускорением». Приступая к решению задач с ускорением, есть смысл немножко повторить те формулы, которые нам дает теория. Когда решали задачи с равномерным прямолинейным движением, мы знаем, что путь равен скорости умножить на время. В данном случае время у нас, естественно, независимая переменная, а скорость была как величина постоянная, которая практически не меняется по направлению и по величине. Отсюда можно было выразить и v, и t. Время пути было равно путь, деленный на скорость, и, естественно, скорость была равна путь, деленный на время. Это касается равномерного прямолинейного движения. В движении неравномерном с ускорением вводится новая величина, которая называется ускорением, и обозначается буквой «а». Ускорение равно изменению скорости за какое-то время. Обычно это записывается таким образом. V конечная скорость какая-то. Если мы отнимем V начальную скорость за то время, которое это произошло. То есть, скажем так, в начальный момент времени T1, скорость у него была равна V нулевой. Через какое-то время в T2 скорость стала другое значение. Разница это скоростей, деленная на время, и будет ускорение за это время. И оно измеряется в таких величинах, во всяком случае в системе Си. Метр за секунду в квадрате. Почему метр за секунду в квадрате? Скорость-то менялась у нас метр за секунду, а ускорение меняется метр за секунду в квадрате. Так вот, почему за секунду в квадрате? Потому что измерение изменения скорости за время, за какое-то время. То есть скорость была метр за секунду, сколько она поменялась за одну секунду. Поэтому метр за секунду в квадрате. Даже если посмотреть из вот этого выражения, с минованными величинами получаем следующее, что А равно скорость конечная минус скорость начальная, это метр за секунду, а Т минус Т это будет просто секунды. То есть если мы выполним действие с этими дробами, мы получаем метр за секунду в квадрате. Еще следует обратить внимание на то, что векторная величина, ведь скорость одна и другая, это у нас скорость у нас векторная величина. Можно сказать о том, что А как векторная величина равна скорости первой, конечной скорости, минус начальная скорость, деленная на разницу Т2 минус Т1. Обычно разницу вот эту Т2 минус Т1 пишут как разницу, а пишут просто через одну величину Т, понимая о том, что вот это Т – это разница между временем, которой была скорость V нулевое, и временем, которое была скорость Vt. То есть обычно записывается таким образом: Vt минус V нулевое, векторная величина, делить на Т. А Т – это вот Т1 минус Т2. Разница между временем V нулевое и Vt. Как видно из вот этого выражения, что А векторная величина равна Vt минус V нулевое, А может быть как величиной, которая положительное значение, то есть Vt больше V нулевого, получается таким образом у нас Vt и V нулевой. Это у нас Vt скорость векторная, это V нулевой вектор. Разница между Vt и V нулевой вектор будет, который направлен вот сюда. То есть вот это будет как раз, и еще раз делить на t, это как раз направление вектора А. А в данном случае будет положительным значением, потому что если по модулю они направлены в одну и ту же самую сторону, эта величина больше, это меньше, естественно, А будет положительным. Будем считать как положительным. Естественно, если у нас скорость, конечная скорость, меньше, чем скорость начальная, вот это значение Vt, а это V нулевой. От Vt мы отнимаем V нулевой, значит вектор А будет у нас направлен в эту сторону. То есть у нас он будет направлен в противоположную сторону V нулевого, то есть мы видим уменьшение скорости. Здесь мы увидим равноускоренное движение, скорость будет все время возрастать, а здесь будем равнозамедленное движение, то есть скорость будет падать на какую-то величину. А может быть как положительное значение, так и отрицательное. Кроме этого, еще нужно обратить внимание на такой момент, что если движение происходит по дуге или по окружности, вот это у нас V нулевое начальное, а следующий момент у нас Vt, вот сюда идет Vt. Если и Vt минус V нулевого делать разницу, то что у нас получается? Переносим, например, V нулевое или Vt в эту точку, мы получили два вектора, вот это V нулевое, а вот это вектор Vt. Куда направлен вектор? Вектор направлен в эту сторону, вот это значение А. Получается, что изменение или в ускорении всегда направлено в сторону окружности, вот сюда. Пока мы будем понимать о том, что А – это всегда разница между скоростью, которая получается через какое-то время, и начальной скоростью. Теперь из вот этой формулы, которая у нас А равно Vt минус V нулевое, мы можем вывести следующую формулу. Мы пишем, что А равно, пока без вектора будем писать, Vt минус V нулевой, деленное на T. Отсюда можем вычислить, чему равно T. Точно так же, как и здесь мы вычисляли, но в данном случае мы будем вычислять со скоростью. T будет равно Vt минус V нулевой, деленное на А. Ну, поменяли. Если мы освободимся от знаменателя, то у нас АТ равно Vt
минус v нулевой. Реально получается, что vt, если мы перенесем v нулевое в эту сторону, то vt у нас будет равно v нулевое плюс at. Мы видим, что скорость конечная равна скорости начальной плюс ускорение умноженное на время. В данном случае, если v нулевое будет равно нулю, то просто vt будет равно ускорению умножить на время. Если у нас ускорение будет положительное, здесь будет знак плюс. Если ускорение будет отрицательное, то это будет знак минус. Это значит о том, что v нулевое было больше, и происходит процесс торможения, и vt постоянно уменьшается. Посмотрим, как происходит расчет пути с этой переменной скоростью. Когда мы считали график самого пути в прямолинейном равномерном движении, в общем-то виде представляет собой прямую линию. Вот это s, это время t. В зависимости от скорости и начального положения может быть либо такое, либо ниже, либо наоборот движется, но это будет прямая линия. Давайте посмотрим, каким образом путь будет у нас определен и как этот график выглядит, когда у нас скорость меняется соответствующим образом с ускорением. В некоторых случаях, когда у нас есть график скорости v, который зависит от t. Как правило, в равномерном прямолинейном движении вот график скорости выглядит как линия, которая идет параллельно оси t. То есть он не меняется, этот график, на протяжении всей оси t. То есть может быть, если скорость положительная, то график идет сверху, скорость отрицательно противоположно направлена, значит график пойдет внизу. Если нам нужно посчитать, какое расстояние пройдет тело такой скоростью, так в этом случае график будет не просто так, он будет равен площади. А почему площадь? Да потому что v умножить на t. Здесь у нас t вот и v. v умножить на t будет равно s. Поэтому площади вот этого прямоугольника, который ограничивается t с одной стороны, в какой-то момент t времени, вот это t, и ограничивается величиной скорости v. Теперь, если мы будем строить график скорости для движения с ускорением, мы видим, что если у нас v равно нулю, вот это vt, напишем тогда, равно at. Это когда у нас v равно нулю. Здесь у нас какой-то коэффициент и множится на t. Если мы отложим график вот этого уравнения, где вот это t, а вот это vt, у нас будет прямая линия. Вот она пошла. Это у нас получается, что vt равно at. Что здесь можно сказать? Что скорость с каждым моментом увеличивается. Тут у нас, видите, скорость была постоянной, а здесь у нас скорость постоянно увеличивается. Каким образом можно посчитать тогда, какое же расстояние пройдет тело тогда, когда скорость меняется? Тут у нас было проще. Мы взяли, ограничили прямоугольники, перемножили, мы получили расстояние. Как быть здесь? Давайте нарисуем здесь больше немножко этот график. Введем некоторые понятия новые. Это у нас v, она зависит от времени. v от t. Это у нас t. График, если есть какое-то а, постоянное значение, константа, не меняется а. Но v это у нас будет меняться. Вот v, vt равно at. Не напоминает ли вам этот график y равно ax? Напоминаю. В данном случае ax это коэффициент при переменной x независимой. Ну а тут а коэффициент просто при времени. Каким образом, как изобразить здесь расстояние, которое пройдет тело с учетом этого графика? Пусть она вот за время t1. Но обратите внимание, в каждый момент у нас меняется скорость. Если бы мы хотели посчитать вот эту площадь, нам нужно было ее разделить на маленькие кусочки, где скорость практически не меняется. И потом после этого просуммировать эти все маленькие кусочки. Для того, чтобы получить точно такой же график, где ограничена линия скорости, с другой стороны ограничена линия времени. Приблизительно вот так. В данном случае это просто так это не получится, потому что нужно тут применять несколько другие методы и другое исчисление. Но идея заключается в следующем, что мы должны вычислить вот эти все кусочки, где скорость практически меняется. Тут можно сказать, что в этом месте скорость постоянная. Тогда мы можем вот эту величину вот этой скорости умножить на величину этого времени. Но обратите внимание, что тут скорость одна в этом месте, тут скорость другая, тут скорость третья. То есть скорость у нас постоянно меняется. Несмотря на то, что эти кусочки времени мы можем сделать одинаковые. Как быть в этом случае? Можно рассмотреть вот этот вот прямоугольник, который в данном случае определяется временем и вот значением скорости в этом месте. Если мы рассмотрим этот прямоугольник весь, тогда v будет до конца, можно построить ее. Расстояние, которое будет двигаться тело вот с этим ускорением, будет равно всему вот этому большому прямоугольнику, напишем его s прямоугольнику, и поделить на что? Поделить на 2. vt умножить на t1 и поделить на 2. То есть ровно половинка. В данном случае что собой представляет vt? vt собой представляет не что иное, как at.
И S чему будет? Общее вот это равно. S прямоугольника будет равно VT умножить на T. А что такое VT? VT у нас АТ. То есть мы получали А умножить на T и умножить на T. Мы получили АТ квадрат. Но АТ квадрат – это весь прямоугольник, а нам нужна только половинка. Тогда S этого треугольника будет равна S прямоугольника делить на 2, то есть будет равна АТ квадрат делить на 2. Вот откуда берется вот это значение АТ квадрат делить на 2. Естественно, это в случае, когда начальная скорость ВТ равно АТ плюс АТ квадрат. Теперь, если у нас начальная скорость не равна нулю, давайте нарисуем еще один график, чтобы понять, откуда берется еще одна формула, которая нам будет помогать. Это у нас ВТ, а это у нас Т. Начальная скорость V нулевое. Тут мы написали, что V равно нулю, а тут она не равна нулю. То есть какое-то было начальная скорость. В этом случае, если мы хотим узнать, какое же расстояние прошло тело за вот это время, скажем Т, мы можем сделать следующий момент. Можем разделить всю эту площадь на две части. Вот это V нулевое у нас, вот это Т. Тогда общая площадь будет равна чему? V нулевое умножить на Т. Площадь вот этого квадратика маленького или прямоугольника. Что там получится? Плюс еще площадь вот этого треугольника. Площадь треугольника мы знаем, как искать. Площадь этого прямоугольника V нулевое умножить на Т. То есть в данном случае общая площадь это будет равна V нулевое умножить на Т. Это площадь вот этого кусочка. И плюс площадь вот этого кусочка. А вот этот кусочек как посчитать? Очень просто. ВТ у нас известно. Это АТ плюс вот это. АТ квадрат деленное на 2. Все эти формулы, они давно известны. Просто еще раз хотелось напомнить, каким образом их можно получить и как их объяснить в какой-то степени. Очень будет уместно использовать некоторые преобразования. Хорошо, если тут известна скорость, время, ускорение. А если у нас есть только разница скоростей и есть у нас только ускорение, а времени нет, каким образом можно выйти с этого положения? Вот эти формулы, которые мы получили только что. Первое – это А равно ВТ минус В нулевое делить на Т. Вторая – ВТ равно, отсюда же ВТ равно В нулевое плюс АТ. И формула S равно V нулевое Т плюс АТ квадрат делить на 2. Естественно, когда V нулевое равно нулю, то S равно АТ квадрат делить на 2. И ВТ равно просто АТ. Давайте выразим отсюда Т. Т у нас в этом случае равно ВТ минус В нулевое делить на А. И подставим вот это значение Т в эту формулу. Что мы получим? Запишем. S равно V нулевое оставляем, конечно. А вместо Т мы подставим вот это значение. Вот скобочку. Пишем ВТ минус В нулевое делить на А. Это мы подставили вместо вот этого Т. Вот мы подставили. Дальше. Плюс АТ квадрат. А остается на месте. Давайте А на 2. АТ квадрат запишем как? Вот у нас Т. Скобочка какая? ВТ минус В нулевое делить на А. В квадрате. Итак, открываем здесь скобки. Делить на А. Откроем скобку. Будет ВТ на В нулевое минус В нулевое в квадрате. Это первое вот это слагаемое. Плюс А делить на 2. Раскроем скобочки. Это что? Квадрат разницы. Равно ВТ квадрат в скобочках минус 2 В нулевое Т и плюс В нулевое в квадрате. Делить на А квадрат. Вот это А квадрат. Квадрат здесь и А сократится. Теперь можно привести к общему знаменателю. Здесь будет 2А. Общий знаменатель. Равно. Сюда пойдет, конечно, умножение на двойку. Сюда это просто открываем и так получаем. Первую часть вот это умножаем на двойку. То есть 2 ВТ на В нулевое минус 2 В нулевое в квадрате. Это мы, общий знаменатель 2. Открываем эту скобочку. Эта скобка просто открывается. Плюс ВТ квадрат минус 2. Тут ВТ. 2 В нулевое. ВТ вот здесь надо было написать. Не Т, В, ВТ. Потому что квадрат разницы. Минус 2 В нулевое ВТ и плюс В нулевое в квадрате. Смотрите, у нас получается вот это значение сократилось. И что осталось? ВТ квадрат минус, тут минус 2 В нулевое, и тут плюс 2 В нулевое. Будет просто минус В нулевое. ВТ квадрат минус В нулевое в квадрате делить на 2А. В данном случае у нас еще одна такая формула, из которой практически приводится, но показали, каким образом она получается, чтобы напомнить. Это будет ВТ квадрат минус В нулевое в квадрате и делить на 2А. Когда у нас неизвестно, какая у нас конечная скорость, например, или начальная скорость неизвестная,
Но известно ускорение, известно конечное и известно расстояние. Мы можем вычислить, например, из них какие-то получить значения, там, потом получить t или получить a. В всяком случае, это тоже будет полезно. Одна из этих формул. Одна, вторая, третья, четвертая. Кроме этого, мы еще будем понимать о том, что здесь, если vt равно нулю, чтобы получить значение a, смотрите, какая интересная ситуация. То есть, если у нас vt равно нулю, мы тогда получаем вроде бы как s получается отрицательное значение. Минус v, потому что квадрат с нулевой скоростью всегда положительный. Но дело в том, что а тут будет отрицательный. Это говорит о том, что происходит процесс торможения. То есть, все это дело, как видите, математика учитывает. А если v больше, чем v нулевой, естественно, квадрат этот будет больше. Если v нулевой равно квадрате, смотрите, что получается. То s равно vt квадрат делить на 2a. А что такое vt квадрат? vt квадрат – a на t. Вот у нас vt. То есть равно a на t в квадрате делить на 2a. Подносим квадрат, получается а квадрат умножить на t квадрат и делить на 2. Смотрите, одно а и одно а сократили. Что мы получили? А t квадрат делить на 2. То есть вот, что мы получили. То же самое с этой формулой. Если у нас v нулевое равно 0. Тогда в данном случае, если v нулевое равно 0, это будет равно ускоренное движение, и путь определяется такой формулой. Подходим к такому моменту, что теперь у нас скорость меняется. Пока некоторые задачи скорость будет меняться по направлению, а дальше еще сложнее. Размерность еще хочу сказать, что s у нас получается в метрах, скорость получается в метрах за секунду, а ускорение получается метры за секунду в квадрате. Вот эти значения могут быть как метры, сантиметры, секунды, часы. Именно вот это соотношение метры за секунду в квадрате, расстояние за время в квадрате, расстояние за время или просто расстояние. Определяем расстояние, значит, оно получается в метрах. Скорость, если нам нужно будет определить в данном случае, это будет метры за секунду. А если придется получить ускорение, так мы должны четко его получать метры за секунду в квадрате. Или расстояние за время в квадрате. Ну, какое это будет? Километры, например, за часы в квадрате. Или... Да, и не забываем о том, что а является у нас, естественно, векторной величиной.